Главные новости сегодняшнего дня. Крупный криминальный скандал произошел в Башкирии. В республике Башкортостан в Белорецком районе арестовали банду педофилов. По данным следствия, в ее состав входили известные бизнесмены, крупные чиновники, заместитель главы Белорецкого района Башкортостана и даже министр легкой промышленности Сергей Юрковский. Свои преступления они совершали на протяжении 2 лет. По пятницам и субботам каждой недели они собирались на одной из частных турбаз Белорецкого района, где проводили свои грязные вечеринки. Для своих утех они заказывали детей из детских домов и приютов в возрасте от 10 до 16 лет. Преступники чувствовали свою полную безнаказанность, так как у детей не было родителей и за них некому было заступиться. Однако все же один раз негодяи прокололись. На одну из вечеринок они позвали ребенка, у которого оказались родители, и было написано заявление в полицию. На данный момент в Белорецком районе Башкортостана работают московские следователи. Многие члены группировки были арестованы, другие находятся под домашним арестом. Однако самая незавидная судьба оказалась у руководителя банды, министра легкой промышленности Сергея Юрковского. По данным следствия, накануне вечером министр попытался уехать из Белорецкого района и покинуть Башкирию. Однако это ему не дали сделать местные жители. Черный БМВ министра окружили рыбаки и охотники. Сегодня утром тело министра было обнаружено около его автомобиля. Сергей Юрковский погиб в результате конфликта с местными жителями, которые захотели восстановить справедливость своим путем. Дело о чрезвычайном событии в Башкирии взял под личный контроль начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин. К сожалению, подтвердилась информация о нападении на известных артистов, сотрудников комитета, актера Александра Домогарова и певца Алексея Глызина, которые несколько дней назад уехали на проверку в город Тюмень. Александр Домогаров, Алексей Глызин и 4 охранника, которые сопровождали артистов по пути в город Тюмень, остановились в одной из частных гостиниц, где и произошло чрезвычайное событие. По данным прессы, на команду Александра Домогарова совершили нападение члены местной преступной группировки, которые заранее знали о местонахождении сотрудников комитета. В вечернее время суток в частной гостинице, где остановились Алексей Глызин и Александр Домогаров, подъехали 2 черных джипа, из которых вышли вооруженные люди. В результате конфликта 3 охранников погибли. Преступники также понесли потери, однако сумели скрыться с места преступления. В результате конфликта также серьезно пострадали Александр Домогаров с Алексеем Глызиным. На данный момент они находятся в тяжелом состоянии в одной из больниц города Тюмени. Дело о нападении на сотрудников комитета расследует начальник службы безопасности Евгений Пригожин. На данный момент проверяется охранник, который остался жив. Не был ли он связан с криминальными структурами противника? Пресс-служба комитета сообщает трагическую новость из мира российского кинематографа. Сегодня утром после долгой и продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации, известный сериальный актер Станислав Колокольников. Станиславу Колокольникову было 63 года. Станислав Сергеевич Колокольников последние годы жизни служил в театре под названием «Колесо» и за годы своей творческой карьеры снялся более чем в 70 киносериалах, самые известные из которых это «Возвращение Мухтара», «Утесов», «Секунда», «Ярость», «Подкидыш» и многие другие. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.